Ну, в целом мы видим, что, несмотря на экономическое замедление, спрос на сталь чувствует себя достаточно неплохо. То есть, если в целом экономика росла меньше, чем на 1,5% в прошлом году, то спрос на сталь, мы оцениваем, вырос больше, чем на 3%. То есть главными локомотивами было строительство и нефтегазовая отрасль. Среди аутсайдеров можно назвать машиностроение и автомобилестроение. В принципе, мы ожидаем некую стабилизацию и рост в автомобилестроении в следующем году и продолжение таких здоровых тенденций хорошего роста в стройке и в нефтегазе. Мы считаем, что да, спрос на сталь, Россия находится в той фазе своего развития, когда темпы роста спроса на сталь будут превышать темпы экономического роста в 1,5-2 раза. Наша оценка, то есть, скажем, если мы говорим об экономическом росте порядка 2%, мы считаем, что спрос на сталь будет расти на 3-3,5%. Если говорить об влиянии глобального рынка, конечно, там главное влияние приходит через цены. То есть цены на сталь, в принципе, определяются на глобальном уровне и не определяются внутри России. Сталь — это самый торгуемый товар, в принципе, в мире. Каждая третья тонна стали, она вообще пересекает национальные границы. Поэтому, конечно, главное, что приходит извне, это ценовые тренды на сталь, да и на сырье. Что касается непосредственно, скажем так, контекста взаимодействия России с миром, то, конечно, она определяется, ну, во-первых, экспортом. Россия крупный очень экспортер, конечно, стали, один из крупнейших в мире, хотя мы экспортируем в 2 раза меньше, чем Китай, например, но тем не менее. И, во-вторых, конечно, там, один из таких драйверов роста спроса, например, в России, это такая вещь, как приход иностранных компаний в автомобилестроительную отрасль, и локализация, постепенная, но нарастающая локализация сорсинга стали, которые сейчас они все еще в основном закупают за рубежом, но все больше и больше закупают российскую сталь у российских производителей. Мы видим, что эта тенденция продолжится. И именно тенденция будет определять то, что мы вот ожидаем, что рынок автостали будет расти. Мне кажется, это очень хороший, удобный формат для того, чтобы повстречаться с коллегами, с партнерами, может быть, с клиентами. Очень хороший репрезентативный состав спикеров. Это и участники отрасли, и консультанты, у каждого свое видение. Иногда очень оригинальное, очень приятно всех послушать, поучаствовать в дискуссиях. Особенно нравится формат панельных дискуссий.